Сегодня мы поговорим о текущем строительстве АЭС в Европе и о планах Франции впервые за последние 13 лет начать строительство новых АЭС на своей территории. Также мы поговорим о том, что собственно там строят и собираются строить, а это самые мощные в мире атомные реакторы ЕПР-1600. Посмотрим, что они из себя представляют, чем похожи на российские атомные энергоблоки поколения 3+, и чем отличаются от предшественников. Также разберемся, почему в Китае их получилось построить быстрее, чем в Европе, и при этом вдвое дешевле. В качестве видеобонуса в конце ролика как раз посмотрим на основные этапы строительства АЭС Тайшань, где уже 3 года работают два первых в мире реактора ЕПР мощностью более 1600 МВт каждый. Всем привет, это Дмитрий Горчаков и очередной разбор атомных новостей. Помимо уже названных новостей, в этом ролике я еще коротко расскажу о том, как недавно съездил на комбинат «Маяк» и на место крупнейшей радиационной аварии, которая случилась на территории нашей страны в 1957 году. Кроме того, я отвечу на самый частый вопрос к моему прошлому видео о том, где же Китай собирается брать уран для своих грандиозных планов по развитию атомной энергетики. Но обо всем по порядку. Итак, президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что впервые за десятилетие во Франции возобновляется строительство АЭС. По его словам, это важный этап на пути к энергетической независимости Франции и на пути стабилизации цен на электроэнергию и на пути сокращения выбросов. Важно, что это заявление сделано в последние дни климатического саммита ООН в Глазго. Тем самым Франция дает сигнал о том, что атомная энергетика должна быть важной частью мировой низкоуглеродной энергетики. Это заявление напоминает, собственно, старт той программы, с которой начался путь атомной энергетики Франции. В 1970-е годы на фоне энергетического нефтяного кризиса для независимости страны от поставок зарубежного топлива было решено сделать ставку на развитие атомной энергетики во Франции. В результате страна стала одним из мировых лидеров атомной энергетики и промышленности. Сейчас во Франции работает 58 энергоблоков АЭС, и это второй по величине парк АЭС после США. Доля атомной энергетики во Франции около 70%. И самое интересное, что все это было сделано в довольно сжатые сроки. 70% всех атомных мощностей Франция построила всего за 10 лет. С 1979 по 1989 год мощности АЭС выросли с 8 до 52 гигаватт, то есть больше, чем в 6 раз. Пример Франции показывает, что атомная энергетика позволяет в довольно сжатые сроки кардинально изменить энергетику страны, резко снизить выбросы, создав при этом надежные источники электроэнергии, не зависящие ни от погоды, ни от перемены цен на углеводороды. Попытка такого же изменения энергосистемы, но с помощью только ветряных и солнечных электростанций, которые пытается сделать Германия, пока не могут показать таких же результатов ни по скорости изменений, ни по достигнутым показателям. Доля возобновляемых источников в энергобалансе Германии уже около 40%. Но выбросы на киловатт-час электроэнергии все равно в разы больше, чем во Франции. Потому что, отказываясь от атома, Германия продолжает жечь уголь и газ. При этом стоимость электроэнергии во Франции в 1,5 раза ниже, чем в Германии или Бельгии, которая тоже отказывается от атомной энергетики. И Франция при этом является крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе, экспортируя ежегодно около 10% вырабатываемой электроэнергии, что в абсолютных величинах больше, чем все потребление Чехии. То есть во Франции в среднем ежегодно несколько крупных блоков АЭС работают чисто на экспорт. И тут я прошу понять меня правильно. Я считаю, что ветряки и солнечные панели – это хорошо и правильно. Они нужны, они эффективны и уже достаточно дешевы. Но все же всего должно быть в меру, поскольку у всех источников есть свои и сильные, и слабые стороны. Я не сторонник крайних позиций, что нам нужно выбрать что-то одно, или атомную энергетику, или возобновляемую. Для построения надежной энергетики с низким уровнем выбросов одних только возобновляемых источников недостаточно. Нужен разумный баланс всех низкоуглеродных решений. И ветряных, и солнечных, и гидроэнергетики, и атомной энергетики. Сейчас АЭС в Евросоюзе дают примерно 25% всей электроэнергии. Закрывая атомные станции вместо их строительства и развития, это просто по большому счету путь к увеличению выбросов. Франция это понимает, и Макрон эту мысль озвучивает. Франция является европейским лидером в продвижении идеи развития атомной энергетики. И вместе с ней за это выступает не менее 10 стран Евросоюза. Так что это заявление Макрона как раз ясный сигнал о том, что Франция рассчитывает и в дальнейшем продвигать и развивать атомную энергетику в Европе и мире. Важен еще один момент выступления Макрона. Он особенно подчеркнул, что планируемое строительство будет первым за десятилетие строительством новой АЭС во Франции. Это правда. В последний раз новую АЭС во Франции начали строить в 2007 году, то есть 13 лет назад. Это был третий блок АЭС Фламанвиль, который на самом деле до сих пор строится и не завершен. В лучшем случае его запустят в следующем году. Если говорить за всю Европу, не считая пусков АЭС в России или Беларуси, то последний раз запуск новой АЭС в Европе был тоже 13 лет назад, в 2007 году.
Это был запуск АЭС Черновода в Румынии с канадским реактором Канду. Но, в принципе, сейчас крупные энергоблоки в Европе строятся. В 2018 и 2019 году было начато строительство двух блоков АЭС Хинкли-Пойнт-С в Великобритании. И, кстати, строит их как раз Франция, но я о них расскажу чуть позже. Третий важный момент выступления Макрона – он не называет детали о том, что это будет за АЭС и где. Но тут можно сделать некоторые предположения. Французская компания EDF уже заявляла планы построить 6 новых энергоблоков АЭС на 3 площадках. Эти 3 региона уже заявили о готовности разместить у себя новые блоки. Впрочем, их название нам, наверное, ни о чем не скажет. Давайте лучше поговорим, собственно, о тех реакторах, которые предполагаются к постройке. Скорее всего, речь идет о модернизированной версии реактора EPR-1600, так называемом реакторе EPR-2. EPR расшифровывается на русский как европейский водоводяной реактор под давлением. То есть по типу это классический водоводяной реактор электрической мощностью около 1650 МВт. То есть это на самом деле самый мощный ядерный реактор в мире. Ближайшие по мощности энергоблоки АЭС имеют мощность всего около 1500 МВт. И это как раз предшественники EPR, европейские реакторы N4, на основе которых EPR и был спроектирован. Слово «европейский» в названии стоит не случайно. Изначально это был совместный немецко-французский проект, разрабатываемый компаниями Framatome, группы Areva и немецкого Siemens. Это первый европейский реактор поколения 3+. Про поколение реакторов надо будет, наверное, делать отдельное видео, но поясню, что сейчас в основном в мире строятся реакторы именно третьего поколения. И даже поколение 3+, которое имеет дополнительные уже постфукусимские требования к безопасности. Вообще, поколение 3 отличается от предшественников большей эффективностью использования топлива, лучшими экономическими показателями при эксплуатации и улучшенными системами безопасности. Если конкретно говорить о реакторе EPR, то он должен использовать на 17% меньше урана, способен работать на регенерированном уране и на полной загрузке МОКС топливом. Пока же во Франции загружают МОКС топлива в некоторые водоводяные реакторы, но лишь частично, не больше 1/3 от всей активной зоны. EPR также сможет эффективно работать в маневренном режиме, то есть снижая свою мощность в зависимости от потребностей сети в широком диапазоне от 50 до 100% мощности в течение суток. Помимо улучшенных систем безопасности, на порядке снижающих вероятность тяжелых аварий, у EPR предусмотрены системы локализации запроектных аварий. То есть даже если произойдет самое страшное и активная зона реактора останется без охлаждения, начнет разогреваться и плавиться, как было в Фукусиме, то у этого энерголока предусмотрена специальная ловушка расплава под реактором, которая, если что, удержит расплавленное топливо. То есть этот расплав не должен будет выйти за пределы герметичного блока. Кроме того, на блоке имеются системы рекомбинации водорода, что тоже исключает фукусимский сценарий, где образовавшийся из-за парациркониевой реакции водород в активной зоне привел к взрывам реакторных отделений и радиоактивным выбросам. Вот на EPR есть системы, которые будут утилизировать этот водород в случае его появления в реакторном отделении. И это помимо того, что сейчас уже разрабатывают и постепенно внедряют на многих энергоблоках так называемое толерантное топливо, которое должно как раз решать эту проблему парациркониевой реакции, то есть не приводить к образованию водорода в случае перегрева топлива. Само собой, у блока имеется усиленный двойной бетонный корпус или контейнмент, который закрывает реакторное отделение. Тут важно отметить, что на самом деле все эти описанные системы есть и в российских реакторах поколения 3+, в энергоблоках с реакторами ВВР-1200 и ВВР-ТОИ. И в России на самом деле реакторы поколения 3+, построили даже раньше. Первым таким блоком стал 6-й блок Нововоронежской АЭС, который построили в 2016 году. Сейчас таких энергоблоков в России уже 4, по 2 на Нововоронежской АЭС и на Ленинградской АЭС. А также они активно уже строятся за границей. В Беларуси, Бангладеш, Турции, Китае, ну и у нас тоже строятся на Курской АЭС-2. Так что поколение реакторов 3+, Россия освоена и уже поставлено на поток не только внутри страны, но и на экспорт. Но давайте вернемся к французам и посмотрим на то, где они строят реакторы EPR. Сейчас они строятся во Франции, Финляндии, Великобритании, а также первые 2 таких реактора уже построены в Китае. Первый реактор EPR начали строить в Финляндии еще в 2005 году на 3-м блоке АЭС Olkiluoto. Спустя 2 года, в 2007 году, блок с реактором EPR начали строить в самой Франции на 3-м блоке АЭС Фламанвиль. И это и есть тот самый последний блок АЭС, который начинали строить во Франции более 10 лет назад, как и сказал Макрон. Проблема в том, что оба эти реактора превратились в долгострой и до сих пор не построены, даже спустя 13-15 лет.
И в лучшем случае их оба должны будут запустить в следующем году. И это, конечно, если один из них хотя бы запустит, это уже будет большое событие для Европы. Причин у этих задержек довольно много. Во-первых, это случилось из-за того, что немецкий Siemens, который участвует в проекте, после Фукусимы сократил свое участие в атомном бизнесе, что потребовало реорганизации всего плана строительства и переоформления массы документов. Во-вторых, сама авария на Фукусиме в 2011 году потребовала тоже переработки проекта и обоснования новых требований по безопасности. В-третьих, и это на самом деле одна из главных причин, это случилось из-за серьезных организационных и технических сложностей европейской атомной отрасли, и промышленности, и регуляторов, которые действительно на самом деле давно не строили новых крупных АЭС, немного растеряв компетенции. Реализовывать на этом фоне даже серийные проекты непросто, не то что новые разработки. Потому что когда вы строите что-то новое в единственном экземпляре, у вас в любом случае неизбежно возникают какие-то сложности и задержки. В России такое на самом деле тоже было, когда мы строили какие-то новые уникальные разработки. Например, когда мы строили новый энергоблок с быстрым реактором БН-800, параллельно восстанавливая промышленность, или когда строили плавучую АЭС. Сроки при этом сильно сдвигались и растягивались на 10 и более лет. Еще одна сложность, немаловажная, связана со строительством первого блока в Финляндии на АЭС Olkiluoto. Это серьезный контроль со стороны финских регуляторов. Их атомного регулятора СТУК. Конечно, контроль в атомной отрасли чрезвычайно важен, но финские регуляторы отличаются особой суровостью. Тем более, когда у вас в проекте столько трудностей, как было в проекте ЕПР. Тем не менее, долгостроить Olkiluoto 3 зачастую является поводом для нехороших шуток и даже злорадства, как со стороны противников атомной отрасли вообще, так и со стороны конкурентов и даже обычных граждан, в том числе из России. Но тут я хочу сказать пару слов в защиту финнов и французов. Во-первых, я уже говорил и о наших собственных задержках на новых проектах и сложностях европейской атомной промышленности. Так что бывают объективные обстоятельства, и их надо учитывать. Во-вторых, никогда не стоит недооценивать конкурентов и тем более смеяться над партнерами. Вся атомная отрасль по большому счету находится в одной лодке, и задержки и рост сметы на каком-то одном энергоблоке в одной части мира бьют по репутации всей отрасли в целом. Ну и самое главное, почему россиянам не стоит смеяться над французами и финнами, это то, что России на самом деле все это тоже предстоит в некотором роде. Росатом ведь тоже строит АЭС в Финляндии, АЭС Ханхикиви-1 с одним энергоблоком ВВР-1200. Соглашение о строительстве было подписано еще в 2013 году, но строительство блока пока так и не начато. Ведет подготовку площадки, строятся вспомогательные сооружения, строительный городок и так далее. Но получение лицензии на строительство самого блока постоянно откладывается. В апреле этого года его отложили еще примерно на год, а цена проекта уже выросла примерно на миллиард евро, до 7-7,5 миллиардов евро. Это примерно на 25-30% дороже, чем Росатом обычно строит энергоблоки за рубежом. Так что все прелести общения с финскими регуляторами Россия и Росатом уже получают почти по полной программе. Конечно, я надеюсь, что задержек таких, как у французов, не будет. Все-таки блок достаточно серийный и уже освоенный. И кроме того, я надеюсь, что этот опыт на самом деле будет и полезен. В конце концов, мы уже строили АЭС в Финляндии и многому тогда научились. В конце 70-х годов СССР построил в Финляндии АЭС Лавииса с двумя блоками ВВР-440. И по требованию финских регуляторов на этих блоках, впервые на блоках советского и российского дизайна, были поставлены защитные бетонные контейнменты, то есть такие защитные купола над энергоблоками. Затем уже мы начали строить такие контейнменты и на атомных станциях внутри страны. Так что нет худа без добра, и может быть текущий финский челлендж тоже будет полезен всем участникам процесса и всей атомной отрасли. Кстати, пару слов про рост цен. Как я уже сказал, российский проект в Финляндии тоже немножко задерживается по срокам и вырос в цене примерно на 25-30% по сравнению с обычным нашим строительством блоков за рубежом. Финский Olkiluoto 3 и французский Flamanville 3 с реакторами ЕПР вместо 5 лет строятся уже в 3 раза больше. При этом их стоимость выросла примерно в 4 раза, до 12 миллиардов евро на энергоблок. Это примерно $8 тысяч за киловатт мощности. В 2018 году было начато строительство АЭС Hinkley Point C в Великобритании с двумя реакторами ЕПР-1600. Это самая новая и самая большая на самом деле стройка АЭС в Европе на текущее время. Два энергоблока станции с суммарной мощностью более 3 гигаватт будут давать около 7% электроэнергии в Великобритании. При этом стоимость станции тоже огромная, порядка $30 миллиардов или около $9 тысяч за киловатт мощности. Оплачивает ее, кстати, французская EDF вместе с китайскими компаниями, компания CGNC.
А последним принадлежит примерно 30% в проекте, а 2/3 у французов. Сдать Hinkley Point C планируют к 2026 году, если, конечно, не будет каких-то новых задержек. Единственные пока построенные EPR-1600 работают в Китае. Это 2 блока на АЭС Тайшань. Они запущены в 2018 и 2019 годах. Их построили тоже с задержкой и увеличением сметы примерно на 60%, но все же в итоге дешевле и быстрее, чем в Европе. Их стоимость оценивается примерно вдвое меньше европейских, около 6 миллиардов евро за энергоблок, около $4000 за киловатт мощности. И эта АЭС, кстати, как и британская Hinkley Point, это совместный китайско-французский проект, но доли в нем уже другие. Тут уже 30% принадлежит французской EDF, а 70% проекта китайским компаниям. Видео о том, как строилась эта АЭС, будет как раз в конце этого ролика в качестве видеобонуса. Так что Китай со своим массовым серийным строительством, а главное с доступом к дешевым государственным деньгам, показывает, что можно строить блоки АЭС гораздо дешевле. По некоторым оценкам, если бы для строительства британской Hinkley Point C в Великобритании привлекались более дешевые государственные деньги, например, 2% гособлигации, а не частные кредиты с более высокими процентами, то стройка могла бы обойтись в 2 раза дешевле. Вот поэтому-то европейцы во главе с французами и бьются за то, чтобы атомную энергетику включили в зеленую таксономию, чтобы можно было привлекать для нее более дешевые деньги. Сейчас этого не происходит. Большая часть субсидий в энергетике Европы уходит на поддержку возобновляемой энергетики и энергетики на традиционных ископаемых видах топлива. Вот можно посмотреть на этом графике из отчета Еврокомиссии распределения субсидий в энергетике за 2020 год. Общая сумма этих субсидий более 170 миллиардов евро. Зеленым выделены субсидии на возобновляемую энергетику, серым – субсидии на углеводороды и уголь, а субсидии на атомную энергетику выделены желтым. Суммарно это менее 4%. То есть непропорционально меньше, чем ее вклад в энергобаланс. Сейчас АЭС в Евросоюзе дают примерно 25% всей электроэнергии. Но давайте вернемся к технике. Франция прекрасно понимает, что предлагаемые цены на ее энергоблоки АЭС являются одними из самых больших на атомном рынке и старается учитывать горький опыт строительства и у себя, и в Финляндии. Поэтому с 2015 года они разрабатывают оптимизированный реактор EPR-2, который должен быть уже дешевле и в строительстве, и в эксплуатации. И, возможно, будет даже уменьшена его мощность. Во Франции компания EDF планирует построить 6 блоков по 2 на каждой площадке, что тоже должно оптимизировать расходы. Так что посмотрим, что у них получится. Кстати, помимо строительства в Финляндии и Великобритании и планов по строительству АЭС в самой Франции, французы рассматривают сейчас проекты строительства 6 блоков в Индии, от 4 до 6 блоков в Польше и рассчитывают участвовать в тендере на строительство АЭС в Чехии. Но опять же, планы это одно, а как оно выйдет, посмотрим. Давайте введем небольшую рубрику кратких ответов на ваши вопросы. В прошлом видео я подробно рассказывал о планах Китая построить 150 новых энергоблоков АЭС в ближайшие 15 лет. Посмотрите это видео, если вы его еще не видели. Сейчас здесь в углу будет ссылка на это видео. И к этому видео было много вопросов в комментариях. Люди чаще всего спрашивали, а где же Китай возьмет уран и топливо для этих атомных станций? Честно говоря, этот вопрос меня немножко удивил. Если коротко на него ответить, то возьмут там же, где и все остальные, из земли и из вторичных ресурсов. Смотрите, в мире уран добывается не совсем в тех странах, где его активно используют. Основные запасы урана и его добыча сосредоточены в Казахстане, Австралии и Канаде. А основные потребители – это США, Европа, Россия и теперь Китай. Поэтому мировая торговля ураном давно сложившаяся практика. Потребности Китая в природном уране около 9000 тонн в год. Это примерно 15% от мирового потребления. Примерно треть необходимого себе урана Китай добывает на своей собственной территории. Еще треть на зарубежных месторождениях через компании, которыми Китай владеет. И еще треть просто покупает на рынке. При этом Китай активно закупал в последние годы уран про запас. Мировая добыча урана – это около 60 тысяч тонн в год. Причем есть еще и запасы, поскольку мировая добыча долгое время превышала потребности. Накопленные запасы природного урана в одном только Китае, по оценкам МАГАТЭ, более 130 тысяч тонн. То есть это превышает мировую добычу ежегодную в 2 раза. По оценкам МАГАТЭ этого запаса Китаю хватит минимум лет на 10, а может и больше. Мировые же разведанные запасы урана, по данным МАГАТЭ, минимум 6 миллионов тонн. И этого хватит примерно на 100 лет работы мировой атомной энергетики.
Но тут надо понимать, что разведанные запасы – это штука довольно условная. Во-первых, это оценка запасов, которые можно добыть по определенной себестоимости, то есть условно дешево. Есть еще огромные разведанные на текущий момент запасы, которые тоже можно добыть, просто это будет дороже по существующим технологиям. Во-вторых, разведанные запасы имеют свойство увеличиваться по мере увеличения их разведки. Будет спрос, будут найдены новые месторождения и новые технологии добычи. Урана вообще на Земле довольно много, а в мировом океане еще больше, просто пока его из воды добывать очень дорого. Но и главное, атомная энергетика планирует переходить к замыканию топливного цикла. Уже сейчас до 10% мировых потребностей в топливе покрываются за счет вторичных источников, складских запасов, за счет дообогащения объединенного урана, за счет использования регенерированного урана или МОКС-топлива. Я подробно рассказывал об использовании регенерированного урана в видео про ввоз такого урана из Франции в Россию. Посмотрите это видео, если еще не видели. Ссылка будет здесь в углу. И во Франции, и в России вторичные источники ядерных материалов давно активно используются. Можно еще вспомнить программу WOW-NOW между Россией и США, где тоже использовались вторичные источники урана, но из оружейных материалов. Стратегия Китая тоже направлена на замыкание топливного цикла. Они развивают и быструю атомную энергетику, и ведут исследования по ториевому циклу, и планируют строить вместе с французами заводы по переработке ядерного топлива и производству МОКС-топлива, чтобы и отходов было меньше, и вторичные топливные ресурсы были. И пункт глубинного захоронения для высокоактивных отходов они тоже готовят, уже утвердили в прошлом году площадку под такой пункт захоронения. Я напомню, что Китай – это одна из 5 первых ядерных держав, обладающих ядерным оружием с 1965 года. У них есть опыт и технологии и по обогащению урана, и по выделению плутония из облученного ядерного топлива, в том числе для гражданских целей и для использования в атомной энергетике. Так что не переживайте за Китай, думаю, что рано или поздно у них будут все компоненты замкнутого топливного цикла, в том числе и с иностранной помощью, и с нашей российской помощью. Кстати, как раз недавно появились новости, имеющие отношение к китайскому топливному циклу. В начале ноября в Казахстане заработало совместное с Китаем и Францией предприятие по производству топлива для китайских АЭС – УЛьБТВС на Ульбинском заводе. То есть схема работы этого предприятия примерно такая. Уран добывают в Казахстане, затем его обогащают в России, и об этом тоже недавно была новость, что из Новоуральска поставили партию обогащенного урана для как раз вот этого завода УльБТВС. Затем на этом Ульбинском заводе из этого обогащенного урана будут делать, собственно, ядерное топливо, до 200 тонн ядерного топлива для Китая в год. Казахстан, кстати, впервые будет выпускать сами топливные сборки, а это уже продукт с самой высокой добавленной стоимостью в топливном цикле. И делать они это будут по французской технологии. И эти 200 тонн ядерного топлива, уже обогащенного, а не природного ураном, это по моим прикидкам порядка 20% от потребностей Китая в ядерном топливе. Так что, еще раз повторю, не переживайте за Китай, не надо думать, что планируя развитие атомной энергетики, они не подумали об обеспечении ее топливом и другими ресурсами, промышленностью и кадрами. И даже если они выполнят свои планы не полностью, а наполовину, то они все равно рано или поздно станут обладателями крупнейшего парка АЭС в мире. Еще раз повторю в отношении Китая то, что уже говорил в этом видео относительно Европы. Не надо недооценивать конкурентов и партнеров. Урана и топлива Китаю хватит. Главное, чтобы остальные в этом мире не пострадали и не остались за бортом их экономических планов и смогли как-то в них поучаствовать, поставляя технологии или ресурсы, например. Россия пока активно в этом участвует, нам есть что предложить, главное, чтобы это партнерство России и Китая было взаимовыгодным и долгосрочным. Но при этом, конечно, есть риск, что на мировом атомном рынке скоро вырастет серьезный конкурент. Давайте, прежде чем мы перейдем к видео-бонусу и посмотрим на строительство китайской АЭС, я расскажу пару слов о том ядерном объекте, на котором мне удалось побывать на прошлой неделе. 16 ноября я побывал в техтуре на комбинате «Маяк» в Челябинской области. Сейчас тут работает наш крупнейший завод по переработке ядерного топлива. Но вообще этот комбинат – это первенец советской атомной промышленности. Именно на нем в 1949 году был получен плутоний для первой советской атомной бомбы, ну и для многих последующих. При этом в первоначальный этап работы комбината в 50-е и 60-е тут было довольно много разных аварийных ситуаций, которые привели к серьезному загрязнению окружающей среды. Были и сбросы жидких радиоактивных отходов в реку Течу, было накоплено целое озеро Карачай с радиоактивными отходами. И здесь же случилась самая крупная радиационная авария, которая происходила на территории современной России. В 1957 году тут произошел взрыв емкости с радиоактивными отходами, в результате чего образовался целый восточно-уральский радиоактивный след выпадений, затронувший и Челябинскую, и мою Свердловскую область. Я, кстати, живу примерно в 100 километрах от комбината «Маяк».
А почему я говорю, что это одна из крупнейших аварий? Существует такая международная классификация ядерных событий, шкала ИНЕС. Так вот, эта авария 1957 года, которую называют Кыштымской аварией, относится к 6-му уровню по этой шкале. Выше 7-го уровня только Чернобыль и Фукусима. Кстати, в Чернобыле я уже был, так что для полного комбо и посещения самых загрязненных мест мне осталось побывать в Фукусиме. Известные аварии на АЭС Three Mile Island 1979 года или в Селлофельде в 1957 году относятся к более низкому, 5-му уровню. Эта классификация учитывает объем выброшенной в окружающую среду радиоактивности и тяжесть последствий для здоровья населения. В свое время на Уральском физтехе я написал диплом по теме изучения последствий как раз этой аварии 1957 года. Я рассчитывал радионуклидный состав выброса и делал пересчет доз, полученных населением. А позже я чуть диссертацию на эту тему не написал. И вот впервые в этом году я побывал прямо на месте этой аварии. Говорят, что его вообще чуть ли не впервые показывали гостям и журналистам. Собственно, на этом вот фото я прямо на месте той самой емкости номер 14 комплекса С3, которая взорвалась 29 сентября 1957 года. Конечно, ее за это время засыпали чистым грунтом, так что стоять здесь вполне безопасно, можете за меня не переживать. Она как раз была взорвана. То есть вот оттуда сюда крышку выдрала, повредила соседнюю емкость, 7-ю, и с той стороны 11-ю. Сейчас на месте комплекса С ведутся работы по дезактивации территории и ликвидации сооружений, постепенно эту территорию приводят в порядок. Подобные места, их по стране очень много, относятся к так называемому ядерному наследию. То есть это старые накопившиеся экологические проблемы, ядерные и радиационные, которые образовались в основном в рамках реализации оборонных и военных программ еще во времена Советского Союза. Это и такие вот места прошлых аварий, и огромное количество накопленных радиоактивных отходов на ядерных оборонных комбинатах, и списанные атомные подводные лодки, и их ядерное топливо, и многое другое. В последние годы эти проблемы постепенно решают в рамках федеральных целевых программ по ядерной радиационной безопасности. Эти сооружения разбирают, отходы переупаковывают в более безопасное состояние, ядерное топливо перевозят на переработку и так далее. Но работы еще на самом деле очень много и не на одно десятилетие. Так что сейчас идет, так сказать, приборка за нашими предшественниками, которые ковали ядерный щит страны. Зачастую не думая о том, какие экологические проблемы это создаст. А если и думали, то на том уровне знаний, который был тогда, в 50-е, 60-е, очень небольшом по сравнению с нынешним. И с учетом того, что в то времена и приоритеты-то были другие, во времена Холодной войны. Так что атомное оружие далось нашей стране очень дорогой ценой. И не только нам. И в США, и в Великобритании есть похожие экологические проблемы. И эти проблемы, по сути, были переложены на плечи будущих поколений, наших поколений. А с учетом огромного объема работ и на поколения наших потомков. Поэтому развивать мирные ядерные технологии нужно, но так, чтобы не создавать проблем для будущих поколений, как это получилось у военных программ. Это важный урок на будущее для всей атомной отрасли. Я уже довольно много писал о ядерном наследии и его ликвидации у себя в блоге, некоторые ссылки я дам в описании к видео. Ну, конечно, я и на канале планирую об этом рассказывать подробно в видеороликах, в том числе показывая кадры из своих поездок по подобным объектам. Или вот как комбината «Маяк» я планирую более подробное видео сделать. Или недавно, месяц назад, я ездил в Губу Андреева, где накоплено ядерное топливо Северного подводного флота. Ну а теперь обещанный видеобонус. Давайте посмотрим фрагменты ролика о том, как строилась та самая единственная в мире АЭС, на которой уже работают два реактора ЕПР-1600. Это Тайшаньская АЭС в Китае, в 140 километрах от Гонконга. Ссылка на полное оригинальное видео есть в описании. А сейчас я просто прокомментирую некоторые основные моменты строительства. Итак, в 2008 году начались земляные работы на площадке, а в октябре 2009 заливка первого бетона в основании так называемого ядерного острова, то есть реакторного отделения. Официально строительство блока считается начатым именно с заливки первого бетона. Затем в течение 2 лет шло строительство защитной оболочки или контейнмента. Из металлических секций собиралась внутренняя герметичная часть, а затем заливалась двойная бетонная оболочка. Вот показана установка полусферического купола, который затем будет забетонирован. Причем это не простой бетон, а двойная оболочка из предварительно напряженного железобетона, рассчитанного на падение самолета. На следующий 2012 год идет монтаж корпуса реактора ЕПР-1600 первого блока. Корпус для первого блока массой более 420 тонн был изготовлен в Японии, а для второго уже в Китае. Затем идет сборка и сварка первого контура реакторной установки.
По нему будет циркулировать нагретая в реакторе вода под огромным давлением, более 150 атмосфер, и температурой около 300 градусов. Осень 2012 года – начало установки 4 парогенераторов. Для первого блока их изготовили во Франции, для второго блока уже в Китае. В них вода первого контура будет передавать тепло воде второго контура, которая будет нагреваться и превращаться в пар. Кстати, видно, что парогенераторы вертикальные, на российских АЭС, а не горизонтальные. А это как раз в реальности показана ловушка расплава для топлива на случай тяжелой аварии. Затем идет проверка, очистка и отмывка первого контура. В это время идет строительство второго энергоблока, возведение защитной оболочки. А это транспортный шлюз, через который в гермообъем можно будет завозить и вывозить крупногабаритное оборудование, как при строительстве, так и при обслуживании блока. Кроме него есть шлюзы и поменьше, для персонала, как и на наших блоках. Идет монтаж полярного крана по частям. Он опирается на круглую верхнюю часть защитной оболочки, так что он как бы вращается вокруг центра симметрии реакторного отделения. Он будет обслуживать блок и позволит работать с самым тяжелым оборудованием в реакторном отделении на всем протяжении работы блока в будущем. Самое тяжелое, что он сможет поднимать во время эксплуатации, это, наверное, парогенераторы при необходимости их замены в будущем. В 2014 году идет монтаж реактора и парогенераторов на втором энергоблоке. В отличие от первого блока, на втором это оборудование уже полностью китайского производства, так что локализация идет полным ходом. А это уже монтаж турбин в машзалах первого и второго блоков. На каждый блок приходится по одной турбине с 4 цилиндрами мощностью около 1755 МВт. Это самые мощные в мире турбины на атомных станциях. Это французские турбины Arabelle фирмы Alstom. Хотя оборудование уже частично локализовано и производится по лицензии в Китае на совместных франко-китайских предприятиях. Собственно, Россия тоже сотрудничает с французами по этой же технологии турбин Arabelle. У Росатома и Alstom тоже есть совместные предприятия. Как я рассказывал в прошлом видео, турбины Arabelle поставляются на АЭС Аккую, которую Росатом строит в Турции. Так что в турбинах французы молодцы, и к ним за этим опытом обращаемся и мы, и китайцы. В 2017 году заканчивается монтаж оборудования на первом блоке, начинаются холодные и горячие тесты. К концу года на АЭС заводится первая партия ядерного топлива. В начале 2018 года топливо загружается в реактор. Видно, что эта процедура проходит под водой, которая выступает в том числе и биологической защитой. Потому что потом также будет доставаться и отработавшее топливо, которое уже гораздо опаснее в плане всевозможных излучений. Работы с топливом проводят с помощью специальной перегрузочной машины. Похожие машины работают и на наших станциях. Принцип тут похожий, хотя внешний вид может быть другим. Затем опускается крышка реактора, которая крепится к корпусу несколькими десятками огромных болтов, чтобы удерживать огромное давление первого контура. Ну и все, после серии тестов и проверок в июне 2018 года реактор впервые был запущен и вышел на минимальный контролируемый уровень мощности. Через месяц он был подключен к сети. К концу октября он вышел на 100% мощности, а к концу года, после опытной эксплуатации, поступил уже в промышленную эксплуатацию и работу. Второй блок прошел те же процедуры и заработал в следующем, 2019 году. Таким образом, заработали два первых реактора EPR-1600, самых мощных атомных энергоблоков в мире, разработанные в Европе, но построенные в Китае, с высокой степенью китайской локализации, вплоть до изготовления ключевых компонентов – реактора, парогенераторов, турбин и электрогенераторов. Если вам понравилось это видео, вы можете поддержать развитие канала, став его спонсором, или поддержав меня на Патреоне, там даже меньше комиссия. Впрочем, можно и вообще без комиссии, способы есть в описании к этому видео. Огромное спасибо тем, кто уже поддерживает канал, спасибо спонсорам и патронам, их имена сейчас на экране. А я не прощаюсь и предлагаю вам посмотреть другие видео на моем канале на атомную тему.